Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И я рад приветствовать вас в мастерской под открытым небом. Да, на самом деле это парковка в небольшом польском городке. И я думаю, многие автовладельцы меня сейчас поймут. Когда есть машина, есть желание что-то с ней сделать, а места для этого нет. А ехать куда-то на сервис и платить деньги за ту работу, которую вы можете сделать сами, не хочется. Остается только делать это под открытым небом. И сегодня мы с вами займемся регулировкой ручного тормоза на примере моей Honda FR-V. Дело в том, что пришла весна, наступил март, а вместе с ним и техосмотр. Необходимо эту машинку отвезти на так называемый przegląd. Так называется техосмотр в Польше. И в целом техническое состояние вроде бы ничего. Все едет. И все должно пройти, но есть нюанс. Вот этот ручник практически не держит. Когда мы его затягиваем, давайте попробуем запустить двигатель, включить передачу и плавно тронуться. Странно. Держит. Пытаюсь тронуться и не едет. О, покатилась. Запищала. А если сходу попробуем затянуть, вот я еду, качусь, затягиваю ручник, и мы замедляемся, но довольно медленно. Мне кажется, этого тормозного усилия будет недостаточно, и на стенде меня завернут. Поэтому хочу сейчас подвести колодки. Давайте встанем где-нибудь сбоку, чтобы никому не мешать. И отправимся на поиски домкрата. Ох, сколько всего в багажнике. Во-первых, это коробка со всякими красками, лаками, грунтовками и клеем. Полиуретановый клей, герметик. Я недавно на него посадил вот эти накладки на арки. Помните, у меня здесь были жучки россыпью. Все их я зачистил, обработал, покрасил и сверху вклеил такие накладки. Они из нержавейки, и на них нанесена, кажется, порошковая краска. С нескольких метров смотрится замечательно. Да, конечно, колхоз и залипуха. По-хорошему надо все это вырезать, зачищать, вваривать и красить. Но этим займемся, если жучки пойдут уже дальше. Что здесь? Здесь рабочая куртка на случай, если где-то ремонт застал в дороге. Чистая ветошь. Тормозная жидкость. Литр. DOT 4. Да, надо поменять. Инструмент. Огнетушитель купил. Новый, свежий. Опять же для техосмотра. Есть аптечка. Фонарик болтается. Ну а тут всяческие технические жидкости. Масла. И вода. Вода, чтобы руки помыть или, не знаю, кофе заварить себе в дороге. Добрался до запаски в чехле. Запаска у меня валяется в багажнике, поскольку на ее месте установлен баллон. А здесь банка для слива жидкостей. О, масло нашлось. 80В90 для редукторов. Еще один огнетушитель, но думаю по всем срокам уже просроченный, он даже проржавел. Однако пусть будет, вполне возможно им еще можно что-то потушить. Наконец откопал наш домкрат и баллонник, ключ для откручивания колесных гаек, который можно рассматривать и как средство самообороны. Такой забавный телескопический ключ. Ну а раз уж забрался в такие дебри багажника, то решил заодно проинспектировать и баллон. Что же здесь стоит и в каком оно состоянии. А главное, сколько баллону лет, поскольку срок годности, срок службы этих баллонов 10 лет.
Итак, высота вижу 200. Это высота в миллиметрах. Диаметр 600. Это диаметр. И моим разумением можно было бы сюда поставить баллон чуть больше. Убрать крепление домкрата. И здесь тоже место еще есть. Вполне поместился бы 630 на 220. А это дало бы нам дополнительных около 15 литров. Ну или 150 километров хода на газу. Возможно, потом буду менять и поставлю баллон больше. Но менять его придется не скоро, поскольку дата выпуска, вон видно, 21 год, 1 месяц. Значит, до 31 года он еще годен. Закрываем обратно и займемся, наконец, нашим ручником. Я включил передачу, под переднее колесо подкладываю упор, чтобы машина не покатилась, и устанавливаю домкрат. Прежде чем колесо оторвется от асфальта, срываем с места колесные болты. И вот колесо уже почти висит в воздухе, но в этот момент произошла неприятная неожиданность. Домкрат, что называется, поплыл. Не выдержал он веса автомобиля. Можно, конечно, попробовать поднять еще выше, но нет гарантии, что потом получится удержать автомобиль на весу. Можно снять колесо и положить ступицу на асфальт. Я этого не хочу, поэтому опускаем и едем за новым домкратом. Домкрат я нашел в строительном магазине Оби. Вот он. Домкрат гидравлический. Рассчитан на 2 тонны. Думаю, этого будет более чем достаточно. При этом он минимальное количество места занимает в машине. Вернулся на то же место, на ту же парковку. Как видите, в сравнении со старым домкратом, этот даже в коробке меньше. Если его распаковать, о, красота! 2 тонны. Единственный, пожалуй, недостаток таких гидравлических домкратов — это малая площадь. Естественно, не стоит его устанавливать прямо под порог. Можно замять или даже сделать дырку, если пороги слабые. Поэтому я его установлю непосредственно под рычаг подвески. Вот сюда. Видим, пошел процесс подъема. Снова отпускаем болты. Гайки откручиваем, колесо снимаем и укладываем под порог на всякий случай. И здесь нас интересует вот это смотровое окошечко. Оно закрыто резинкой. Резинка от времени, видно, потрескалась. Выходить не хочет, рвется. О, отлично. Да, что касается самих тормозных дисков, они ржавые. Видим, что неравномерно прижимаются колодки. Какой-то странный износ. Колодки сами еще ничего. Накладки довольно толстые, походят. Но с дисками что-то
делать по-хорошему бы надо. В Беларуси я бы отнес их на проточку. Здесь, скорее всего, заменю на новые. Но пока тормозят, на техосмотр поеду с ними, а там посмотрим, что скажут. Насколько эффективно это торможение. Все, конечно, грязное, все ржавое. Ну да ладно, займемся ручником. Перемещаемся за руль и затягиваем наш ручник на один щелчок. На самый первый. Идем проверять, как затормозилось. Ну, схватило. Знаете, схватило. Как же понять, в какую сторону сейчас крутить, чтобы регулировать? Попробую отпустить полностью и подвести на момент схватывания на отпущенном ручнике. Что касается самой физики процесса, задние тормоза у нас вроде как дисковые, и вот он есть суппорт, однако ручник барабанный, то есть внутренняя поверхность тормозного диска представляет собой тормозной барабан. Туда заходит трос ручника, вот он, и разводит две колодки, привычные нам барабанного типа. А если заглянем внимательно внутрь, где-то вот здесь, не прямо внизу, а если по циферблату ориентироваться, где-то часов на 5, есть зубчатое колесико регулировки положения тормозных колодок. Не знаю, будет ли видно. Вот оно. Видите, маленькие зубчики, которые можно двигать с помощью плоской отвертки. Туда ее вставляем и проворачиваем. Попробую сначала вот так. Сделал, наверное, около 2 полных оборотов этого регулировочного колеса и никаких изменений не вижу. Возможно, я сейчас отпускал колодки. Поэтому попробуем в обратную сторону. Да, отлично. В обратную сторону, снизу вверх, крутил, пока не уперся. И у меня тормоза заблокировались. Сейчас надо помаленьку отпускать обратно и контролировать. Делаем буквально вот одно движение, четверть оборота, и смотрим, разблокировались тормоза. Можно в этом положении и оставить. Повторяем процедуру с противоположной стороны. А для полного комплекта удовольствий с неба капает мелкий моросящий весенний дождь. Но он теплый. Здесь у нас тоже есть смотровое окошко. И где-то там регулировочный ролик. Да-да, вот он, симметрично. Если с той стороны он был где-то на 5 часов, то здесь на 7. Ну и вращать, думаю, надо будет в противоположную сторону. Там я вращал снизу вверх, а здесь буду сверху вниз. До момента блокировки тормозного барабана. Ну или диска. Это у нас и то, и другое одновременно. Есть. Ручник затянут. Колодки прижались. И сейчас легонько отпускаем. Так же, как и с той стороны, приблизительно на полоборота. Нет, чувствую, цепляет. Еще немного.
Колодки не должны затирать, чтобы на ходу у нас не перегревались тормоза. Добился желаемого. Немного цепляют основные колодки гидравлической системы. Но это уже вина самого диска. Скорее всего, он немного поведен. Хотя никаких биений при торможении не ощущается. Можем устанавливать обратно резиновую заглушку и ставить на место колесо. Остается только убедиться, что у нас действительно все получилось. А не так, что мы потратили деньги, время и все впустую. Запускаем двигатель. Затягиваем ручник. Кстати, он тяжелее затягивается. До первого щелчка. Я попробую начать с задней. Пытаюсь трогаться. Слышите? О-о-о. Надо же. Поехали. Ну, на первом щелчке как-то едет. А если сильнее? Ну вот, уже заглохло. Отпускаю ручник. Медленно куда-то назад откатываемся. Пробую вперед. 2 щелчка было. Плавненько пытаюсь трогаться. Трогается. Затягиваю как положено. Глохнет. Ну, это уже на что-то похоже. Попробуем сходу. Первая передача. Небольшой разгончик, буквально 10 км в час. Нейтралка, ручник. О, ну мы остановились. Будем надеяться, что все пройдет успешно. Возвращаюсь сейчас домой и на недельке поеду проходить техосмотр. Ну а закончить это видео я хотел бы, как в старые добрые времена, распаковкой посылки. Дело в том, что на днях мне курьер доставил вот такую коробку. Новая почта из Львова от моего подписчика Романа. Удобно расположившись на заднем сидении моей Хонды, приступаем к распаковке. Немного упаковочной бумаги, накладные на доставку. А здесь уже что-то интересное. О, это крепление для GoPro. Классная вещь, если у тебя есть GoPro. Я так понимаю, очень даже может быть, что эти штуки напечатаны на 3D принтере, но боюсь ошибиться. Спасибо. Двигаемся дальше. Ух ты! А это GoPro! Обалдеть, ребят! Это GoPro 4, да еще и с комплектом всяких ништяков, с какими-то батареями, с пультом управления. Фантастика. Зарядное устройство. У меня никогда не было GoPro. А теперь, видимо, будет. Вот это да. Вот это подарок. Обалдеть. А это что такое? Это экран или это пауэрбанк? Не включается. Нет, включился. Да, кажется, это пауэрбанк. 100%, 22,5
Ватт. Быстрая зарядка. Круто. Просто фантастика. И удобный чехол. Но кажется, это еще не все. Здесь в отдельном пакетике лежит эндоскоп. Это та самая штука, которая подключается к телефону. Сейчас, секунду. Это та самая штука, которая подключается к телефону, и с помощью нее можно заглянуть в какие-то замкнутые пространства. Например, в камеру сгорания, в глушитель, не знаю, в автомобильные пороги или в помпу моей Хонды. И посмотреть, а есть ли там еще крыльчатка, можно ли ее как-то спасти и восстановить. Вот теперь, кажется, все. Сумочка для переноски всего этого добра. Роман, сказать, что ты меня удивил, не сказать ничего. Я специально не открывал заранее эту посылку, чтобы на камеру было понятно, насколько неожиданно это стало и очень приятно. Спасибо тебе большое. Думаю, с помощью такой камеры получится улучшить контент. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.